Лукойл против Путина. Корпорация сматывает удочки. Хлопок, вспышка и полная темнота. Кто выключил свет на Сахалине? Напасть за напастью. Очередное российское судно пошло ко дну. Диктатор все слабее. Лукашенко не появился на важном мероприятии впервые за десятилетие. Демилитаризация выходит на новые рубежи. Эта битва войдет в военные учебники. 40 лет после аварии, а мутации продолжаются, обитатели Чернобыльской зоны стали выглядеть странно. Об этих и других главных событиях вечера вторника, 28 октября. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. После попадания под санкции США Лукойл объявил о продаже всех зарубежных активов и закрытии своих заправок в Европе. Компания объявляет о намерении продать свои зарубежные активы. Начато рассмотрение заявок потенциальных покупателей. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией управления по контролю за иностранными активами на сворачивание деятельности. В заявлении на сайте компании сказано, что Лукойл может попросить продлить лицензию, чтобы обеспечить бесперебойную работу, но инсайдеры говорят прямо: бизнес рушится. Это конец Лукойла, заявил бывший топ-менеджер компании в разговоре с Политико. По его оценке, из-за санкций компания потеряет около 30% доходов. Вынуждена будет продать 3 НПЗ и половину из 5000 АЗС за рубежом. Проблемы уже видны. В Финляндии останавливаются заправки T-Boil, дочерней компании Лукойла. Сети из 400 АЗС не хватает топлива. Финский концерн Neste прекратил поставки, а банки предупреждают, что любая работа с T-Boil может привести к санкциям. Вашингтон ввел свои ограничения против Лукойла и Роснефти 22 октября, после того, как Кремль в очередной раз отказался остановить войну против Украины. Американский Минфин дал партнерам российских нефтяников месяц, чтобы свернуть это сотрудничество. Тогда Путин заявлял, что новые ограничения российской экономики не страшны. Похоже, в Лукойле с хозяином Кремля сильно не согласны. Странная вспышка, а потом почти полная темнота. Масштабный блэкаут случился утром во вторник за 1000 километров от фронта в самом глубоком тылу России, на Сахалине. Южная и центральная часть острова погрузились во тьму. Местами пропала не только электроэнергия, но и вода с отоплением. По официальной версии, причина ЧП кроется в обрыве грозозащитного троса, который соединял 2 ключевые подстанции в Южно-Сахалинске. По словам губернатора Валерия Лимаренко, трос упал на линию электропередач, что вызвало срабатывание защитных систем и разделение энергосети острова на север и юг. Незадолго до этого местные жители заметили вспышку в районе ТЭЦ. Без электричества более 8 часов оставались около 100 тысяч человек, или каждый 4-й житель острова. Для Сахалина, где зима наступает быстро и жестко, это тревожный сигнал. Вся энергосистема держится буквально на одном тросе. Как думаете, это путинская стабильность стала причиной, или все-таки без вмешательства ГУР или СБУ не обошлось? Или хваленый буревестник вернулся с учений? У него же траектория непредсказуемая. Жду вашей версии в комментариях. Пришла беда, открывай ворота. ЧП случился и в оккупированном Севастополе. По курсу русского военного корабля отправился недостроенный российский плавучий кран. Правда, украинские дроны тут ни при чем. Судно перевернулось в Южной бухте, в результате чего погибли 2 человек и более 20 получили травмы. 7 пострадавших госпитализированы. По словам назначенного Москвой главы города, а лучше сказать гауляйтера Михаила Развожаева, авария произошла во время работ на территории Севастопольского морского завода. Судно, внимание, внезапно потеряло равновесие и перевернулось. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель людей. По данным Крымского ветра, речь идет о тяжелом плавкране ПК-700 Григорий Просянкин, проекте, который с самого начала шел наперекосяк. Его начали строить еще в 2018 году, но из-за постоянных срывов сроков и нехватки денег строительство заморозили. В 2023 году корпус собирались распилить и отправить в Северодвинск на Севмаш для достройки. Чем не символ путинской экономики? Возможно, они тоже скоро напишут: мы пилили, а потом она потеряла равновесие и утонула.
Ночью Россия снова обрушила на Украину рой беспилотников. По данным воздушных сил ВСУ, противник атаковал страну 38 дронами разных типов. Украинское ПВО сбило большинство целей, но по предварительным данным 12 беспилотников все же достигли своих целей. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, захватчики выбрали целью объекты инфраструктуры Донецкой и Черниговской областей. Как заявили власти последние, в ряде мест попаданий возникли пожары. Украина ответила очередной атакой на столичный регион страны-агрессора. Дроны были зафиксированы в районе Раменского и Бронниц. Это всего 30-50 километров от Москвы. Взрывы слышали и в Серпухове, примерно в 100 километрах от столицы. Некоторые очевидцы утверждают, что беспилотники слышали и в самой Москве. Мэр Сергей Собянин поспешил заявить, что все под контролем. Российское ПВО сбило оба беспилотника, летевших к городу. Он добавил, что на местах падений работают экстренные службы. Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, серия взрывов действительно произошла, и не только в Подмосковье. И таких налетов может быть больше. Анонс сделал сам Владимир Зеленский. По результатам совещания Ставки Верховного Главнокомандующего президент Украины сообщил, Киев готов расширить географию дальнобойных ударов по территории России. То, что он назвал дальнобойными санкциями. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари. Далекобійність – це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. По словам Зеленского, на совещании впервые вместе собрались производители вооружений, дронов и ракет, те, кто отвечает за их применение, финансирование и дипломаты. Самыми результативными производителями подписываются долгосрочные трехлетние контракты, и таких сделок будет больше. ВСУ устроили настоящий ад для российских войск под Добропольем. Оккупанты пошли в очередную крупную механизированную атаку, пытаясь прорваться к селам Шахово и Владимировка. Бой длился 6 часов. По данным украинской 33-й отдельной механизированной бригады, в атаке участвовали 29 единиц российской бронетехники. Из них 15 уничтожено, включая 2 танка и 12 БМП. Остатки техники поспешно откатились, а пехота Путина оказалась под прицелом FPV-дронов. Добропольское направление снова стало ловушкой для российской армии. Попытка наступления закончилась катастрофой и потерей почти половины бронетехники. Украина готовит масштабное обновление боевой авиации. Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует получить до 250 современных истребителей F-16, Грипен и Рафаль. Переговоры, по его словам, одновременно ведутся с США, Швецией и Францией. Я веду 3 параллельных разговора по самолетам со шведами, с французами и с американцами, а общий запрос на будущее нашей боевой авиации – это флот на 250 новых самолетов. Такой парк, по словам президента, позволит Украине сформировать полноценные силы тактической авиации, способные не только защищать небо, но и наносить удары вглубь территории противника. Это будет крупнейшее перевооружение украинских ВВС за всю историю страны. Возможно, многие из вас уже забыли, что это такое, но в Беларуси все еще проводят субботники, причем дважды в год. И, конечно, эту коммунистическую традицию в свое время возродили по личному настоянию Александра Лукашенко. В отличие от миллионов белорусов, которые вынуждены отбывать эту добровольно-принудительную повинность, сам инициатор субботник впервые за многие годы профилонил. Отсутствие диктатора на публике вызвало новую волну разговоров о состоянии его здоровья. Сайт «Хартия-97» напомнил, какой букет болезней приписывается 71-летнему не такому уж и крепкому хозяйственнику. Лукашенко давно приписывают запущенную форму диабета. Комментаторы обращали внимание на отечные ноги, язвы на голенях и даже слухи об ампутированном пальце. Издание EU Observer сообщало, что в 2010 году диктатора тайно оперировали в Швейцарии в связи с раком простаты. Несколько раз в СМИ появлялись слухи об инсультах. Еще в 90-е годы в прессе обсуждался эпизод из биографии Лукашенко. Якобы в советские годы ему поставили диагноз «мозаичная психопатия». И именно из-за этого комиссовали из армии, где будущий диктатор занимался своим любимым делом. Затуманивал мозги молодым солдатам пропагандой в качестве политрука. Проблемы с суставами и так очевидны. Кадры последних лет демонстрируют, Лукашенко еле спускается по трапу самолета и передвигается с трудом. На параде Победы в Москве в 2023 году его к могиле неизвестного солдата уже везли на машине. Как ни стараются придворные операторы,
операторы, а устойчивый тремор, дрожание головы несменяемого руководителя, скрывать давно не получается. Это возможный признак нарушения нервной системы или сильного стресса. Анонимный собеседник Хартии-97, врач, предположил, что Лукашенко находится в состоянии хронического нервного напряжения. Очевидно, старость не щадит никого. Возможно, в ближайшие годы мы увидим свое «Лебединое озеро». Как думаете, где раньше по всем каналам покажут тот самый долгожданный балет? В Беларуси или в России? Тревожная новость пришла из Чернобыльской зоны. Волонтеры организации Dogs of Chernobyl впервые заметили несколько собак с ярко-синим окрасом шерсти. Активисты утверждают, что еще неделю назад ни одно животное такого цвета не имело. Как пишет Daily Mail, волонтеры сейчас пытаются отловить животных для анализов. При этом синие собаки выглядят активными и здоровыми. Организация уже 8 лет заботится о сотнях чернобыльских животных, потомках домашних псов, оставленных после эвакуации 1986 года. Ученые давно изучают, как радиация изменила генетику этих собак. Как говорится в исследовании Колумбийского университета, у 116 животных выявили около 400 генетических аномалий. Это следствие многолетнего воздействия радиации и токсинов. Собаки, по сути, выжили и приспособились к жизни в зоне, став уникальным примером биологической эволюции в экстремальных условиях. Теперь ученые ломают голову над новым вопросом, что вызывает странный синий оттенок, очередная мутация, новый химикат или сигнал, что экосистема Чернобыля снова изменилась. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.